Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это шоу «Хватай игру», в котором мы с вами познаем удивительный мир малоизвестных ретро-игр. В этом выпуске мы с вами поработаем доставщиками пиццы в забавном платформере для старушки Дэнди. Попытаемся спасти болото от засыхания вместе с маленьким, но очень прытким лягушонком. Для любителей Короля Льва я подготовил весьма необычную и любопытную игру. И напоследок нас ждет фэнтези с магией и мускулистым полуголым мужиком. А теперь я приглашаю вас в плавание на своем английском галеоне, потому что мы превращаемся в банду пиратов. Я буду вашим безжалостным капитаном, а вы моей вечно недовольной командой. И чтобы вас развеселить, мы будем грабить порты и проплывающие мимо испанские каравеллы в игре для Sega Mega Drive от самого Сида Майерса под названием Pirates Gold. Отдать швартовые! Что хорошо, есть русская версия. Вот, смотрите, видите, безбожный дизелинг, облака на корабле. Включаем, во-первых, шейдеры, и во-вторых, дизелинг выбираю, знаете какой? Он называется C-Bot версия 1. Видали? Видали? Все четенько становится. Прям кайфовая графика. Итак, добро пожаловать! Окунитесь с нами в золотую эпоху морских разбойников у берегов Нового Света. Не хотите ли начать новую карьеру? Конечно, хотим. Если вы играете в первый раз, то настройки оставляем все по умолчанию. Исторический период, 1660 статус, английский пират, потому что у них больше всего городов, их все боятся. Значит, фамилию, фамилию давайте поменяем. Брюсев напишем. Долго писать, да, к сожалению, клавиатуры нет. Так, уровень сложности салага, но кто мы еще? Специальные навыки. Здесь рекомендую взять в самом начале очарование и шарм. Там же надо жену еще зарабатывать себе. Вот чтобы жену быстрее заработать, берем очарование и шарм. Ну что, вперед к приключениям. Хо-хо-хо-хо. Есть 10 скрытых пиратских миссий. Мы не знаем, что в этих миссиях, но по мере прохождения они как бы сами открываются. То есть такие достижения на минималках. Ваша история начинается. Ну, давайте. В поисках наживы вы пробрались на испанский корабль, на котором вскоре напали пираты. И вам пришлось сразиться с их капитаном. Итак, первая дуэль. Ну, здесь просто кнопочку А вверх и вниз тыкаем, чтобы победить. Дуэли на самом деле простые. Он же сдался, потому что мы играем на легком уровне сложности. Вы победили, и пираты признали вас своим новым капитаном. Вы идете в порт, чтобы нанять новых людей в команду. Безбожный дизелинг. Включаем наш шейдер. И все, его нет. Как будто играем на ПК. Первым делом заходим к губернатору. Он нам кое-какую информацию сливает. Уважаемый мистер Брюсев, наши враги, испанцы и голландцы, разрешаю вам уничтожать и грабить их корабли. В трактире мы узнаем какие-то последние новости. Можем даже купить, если повезет, карту с сокровищами. Трактирщик с интересом послушал ваши многообещающие планы. Смотрите, это же многообещающий морской пес, мистер Брюсев. 28 человек хотят к нам присоединиться. Ребята, погнали, ребята, плавать будем. И ха-ха, бутылка рома. Вот сюда можно зайти, чтобы продать награбленное. А вот здесь, если пойти налево, то там можно продать корабли. Мы пока с голой жопой. Так что мы идем в открытое море, чтобы что? Правильно, грабить и воровать. Плавать здесь просто вправо-влево. Смотровой говорит, я что-то вижу. Исследуем. Похоже, что это корабль, капитан. Исследуем. Англичане. Англичане это наши друзья, потому что мы англичане. Просто поделимся с ними новостями. Все, плывем дальше. Плывем по ветру, против ветра. Нифига себе меня разносит. Также можно нажать кнопочку С, и мы пойдем в меню. В меню можно что сделать? Сохранить игру, карту мира можно посмотреть. Давайте посмотрим карту. Череп с крестиком это мы. Мигающие красные точки это города. Более того, скажу, что эта игра доступна на Денди. И тоже есть русский перевод. Называется просто «Пираты». Ну там, конечно, графика более бедная. А если вы хотите что-то посовременнее, то есть эта же игра на PlayStation Portable. Там уже 3D графика, но основной каркас тот же самый. Только есть такие более проработанные 3D вставки такие. Сюжетная. Сеговская версия это что-то среднее между PSP и NES. Вообще рекомендуется скачать карту всего этого мира, чтобы быстрее по ней ориентироваться. Состояние команды. Ну что, ребята, как вы там? Давайте я посмотрю, как вы тут. Люди довольны. Это значит, что пока что все хорошо. До поры до времени. Ну давайте хоть горбанем. Просто шарашимся по морю и ищем корабли. Так, корабль. Голландцы, это наши враги. Вот теперь все, атакуем. Ух ты, нифига себе галеончик. Поворачиваемся боком и стреляем. Главное, чтобы они нас не стреляли. Ах, ой, мимо. Лучше всего это переть на них напролом и воткнуться в них. Все. Я в них врезался, и теперь мы захватываем их корабль. Каким оружием драться? Ну, лучше всего шпага. Такой универсальная. Побеждаем их капитана, и тогда захватим корабль. Вот внизу у нас написан статус. Голландцы, их там 22 человека. А у нас 68. Все. Мы их победили, корабль захватили.
8 пушек на каравеллах весом 100 тонн. Запаса места еще на 23 тонны. Завернем корабль? Да. Теперь у нас 2 корабля. 1750 золота найдено. И вот это мы сейчас перекидываем к себе в карман то, что награбили. И потом вот это вот все, что мы награбили, мы можем продать. Капитан, 3 моряка хотят присоединиться к нам. Конечно, ребята, давайте. Вот видите, теперь у меня галеон. Давайте сплаваем к какому-нибудь городу еще. Опять, давай, исследуем. Похоже, шлюпка. 1000 чертей. Это трусливый пират, капитан. Давайте, это будет капитан Пиксель Девил. Атакуем Пиксель Девила. У нас теперь 2 корабля. Давайте атакуем. Шлюпка на шлюпку. А ветер-то против нас. Ну ладно. Главное плавать зигзагами, чтобы в вас не попали. Сейчас мы догоним его, врежемся. На абордаж. Вот ты мне прям в глаз ткнул. Бах, бах. Просто тыкаю все подряд и выигрываю. 75 человек против наших 57. Я сдаюсь. Видите, у меня первая пиратская миссия. Захвачен пират. Все, грабим. Я знаю очень ценную информацию, говорит капитан Пиксель Девил. Взять его в плен. Давайте про серебряный караван. Серебряный караван в Панаме. Так, быстро грабим. Все, что можно. К нам хотят присоединиться. Давайте, ребята. Один из ваших кораблей нарвался на рифы и наполнился водой. Вот это прикол. Нельзя заплывать над эти штуки. Ладно, все будем знать. Чей это город? Здесь, короче, можно ходить по земле и искать сокровища, если покупать карты. По этим картам искать тоже местоположение сокровищ, примерно ориентируясь по местности. Все вот эти пиратские дела здесь можно делать, поэтому игра очень крутая, но, конечно, ее проходить долго. А основная миссия — это наворовать побольше, сохранить это все в банке и, так сказать, обеспечить себе безбедную старость. Вы прибыли в прекрасный город Мартиника. 2 форта. Здесь живет французы. С французами мы вроде как в нейтральных отношениях. Давайте просто причалим. Вот здесь мы можем зайти и что-нибудь продать. Давайте, например, сахара у нас много, да? Продадим 10 сахара. Что-то там заработали. В каждом городе заходим к губернатору. Он нам что-нибудь рассказывает. Если мы хорошо себя проявляем в боях, то нам даже повышают звание. Вы обсудили с губернатором различные проблемы. Губернатор предлагает французские свидетельства капера за 800 золотых. Давай. А что это такое, я не знаю. Трактирщик с интересом послушал о том, что у вас теперь есть пиратский корабль, шлюпка. На борт, сохранить игру. 4 слота сохранения. Мне кажется, прикольная игра. Я попробую ее попроходить, но, конечно, не на стримах, чисто для себя. Интересно, получится, не получится пройти. Короче, рекомендую. Давайте на этом закончим. И вот, вдоволь поразбойничав в море, мы с вами возвращаемся на землю грешную. На очереди у нас 8-битная Nintendo. Все как мы любим. Красочная игра с забавной графикой под названием Pizza Pop является японским эксклюзивом. Здесь мы возьмем на себя роль отважного курьера, который должен во что бы то ни стало доставить пиццу, обходя самые опасные городские ловушки. Сюжет. Жил-был маленький доставщик пиццы. Гуляя, он как-то по городу смотрит, украшения продают. Золотое кольцо с бриллиантом за 10 000 баксов. И он такой думает, подарю любимой, и она в меня влюбится. Но его идею похитил другой доставщик на электросамокате. И теперь мы должны, конечно же, вперед него насобирать денег. Начинается игра с того, что нас заказали пиццу, и мы побежали. Короче, что делаем? Бегаем, прыгаем, бьем, и еще можно по врагам сверху прыгать. В первом уровне у нас враги — это вот эти вот бессовестные коты, и еще собаки всякие. Короче, наша задача чисто дойти до конца уровня. Графоник, как видите, вообще кайфовый. Максимум напихали на квадратный метр. Мне нравится здесь изометрическая проекция. Так, собака нас покусала. Так, это кто там кидает? Там мужик какой-то противный. Ну, короче, надо немножко привыкнуть к управлению, и все будет нормально. Так, здесь у нас типа битва с боссом, точнее с бешеными котами. Нужно просто выжить на время. Так, подлечились немножко? Ага. Мне кажется, прикольная игра, потому что и графон такой кайфовый. Но она выходила только в Японии. Она на японском. Но так как есть английский перевод, я вот английский перевод скачал. Что-то свеженькое на Денде тоже хорошо. Так, вот здесь хулиган ходит. Хулиган, внимание. Ой, ах ты какой! Так, опять это наш противник. Коты, конечно, какие-то вообще отбиты. Мне нравится здесь графика кайфовая такая прям. Мультяшная и причем смешная. Все, первый уровень прошли. Суприм пицца доставлена. Мы заработали деньжат. Есть даже хак, где главного героя перерисовали на Марио. Если вам нравится играть за Марио. Второй уровень. Здесь нам нужно подниматься наверх. Лифт не работает, поэтому наш доставщик решил просто прыгать по окнам. Наш недруг, конечно же, нам гадит. Давай. Оп. Итак, мы забрались на крышу, и на крыше у нас будет первый босс. Чувак такой говорит, разберись с ним. И такой у нас приходит такой мафиози. Рассчитать время прыжка и на башку ему приземлиться. Ну прикольно нарисовано, прям прикольно. Шары влазят, как Battletoads.
Спасибо, что доставили пиццу. Давайте последний уровень еще посмотрим. Настройку поехали. Типа бонус, нужно ехать. Это наш недруг. Ребята, турботуннель. Я его не пройду. Так что, если любите турботуннели, вот, пожалуйста, подходите, получайте. Господин строитель. Ты что там копаешь там? Ух, елки, нифига себе. А как я это сделаю? Вы что, очумели? Опасно. Так, надо кнопочку нажать. Ну, бодрая игра, прям бодрая, кайфовая. На крючке качаться надо, вообще обалденно. Опа, все, доставили пиццу строителю. Игра такая веселенькая. Это, кстати, бонус еще есть. Ловим пиццу и закидываем ее в печку. Крайне веселенькая игра, и главное, она не очень долгая. Минут на 30, что ли. Мужик, ну что, все? Все, постряпали пиццу, поели, идем дальше. Вы такие сидите и говорите мне: Рома, что ты нас все этой пиццей кормишь? Давай нам что-нибудь такое, чтобы мы мозгами поработали, а не просто по городу бегали. А я скажу: не вопрос, давайте, конечно. Следующая игра у нас называется Frogger's Adventure The Temple of the Frog для Game Boy Advance. Если помните, была такая простенькая аркадная игра Frogger, где нужно было переводить через дорогу лягушку, прыгая по клеточкам. Так вот, Frogger's Adventure — это ее более продвинутая версия. Такая прям полноценная игра с множеством уровней, разнообразным окружением и очень изощренными ловушками. Вот он, этот наш лягушонок, собственно. Давайте здесь себе сделаем побольше жизней. Ну что, новая игра, погнали. Тут есть такая карта, как в какой-нибудь Mario World. И по этой карте мы ходим и проходим уровни. Гоблин Каверн. Фроггерс, чувак, тут такие дела, короче, беда случилась, нужна твоя помощь. Очень много разговаривают. Круто, всегда хотел посмотреть на болото, пойду в болоте поплаваю. Давай, говорит, выходи. Вот у нас Фроггер, он умеет прыгать, и нам надо так-то двигаться. Добро пожаловать во Фроггер приключения. Основная цель — собрать 3 иконки на первой стадии и 5 иконок на второй стадии мира. Пока просто прыгаем, изучаем управление. Нажми B, чтобы схватить бабочку своим языком и получить экстра жизнь. Это вот так, бам-бам. Враги здесь ходят все время по одной и той же траектории, поэтому мы запоминаем траекторию и стараемся к ним не попасться. Ну, как видите, есть такие нотки того оригинального Фроггера, только он более проработанный. Стоим на чекпоинт, сохраняемся, и теперь надо этого врага обойти. Собирай так много монеток, сколько сможешь. За 50 монеток пойдешь в финальный мир храм лягушки. Ну, давайте собирать. Вот опять-таки отслеживаем, как движется враг, и потом просто пробегаем, чтобы он нас не сожрал. Первый уровень-то тренировочный, поэтому здесь, конечно, все легко. Дальше, конечно, будет уже посложнее. Сохраняемся. Нажми кнопочку А, чтобы завершить легкий прыжок, надув свое пузо. Вот так, бах. Вот тут, например, ямку в одну клеточку, ну хоп, перепрыгнули. Вот теперь надо по шоссе пройти. А здесь уже посложнее будет. Ага. Мне понравилось. Как бы игра вроде бы основана на вот этой примитивной аркаде, но получилось прикольно. И мне кажется, она достаточно сложная, чтобы прям посидеть. Здесь прям надо иногда подумать, как лучше пройти, потому что бывает прям заковыры. Использую L и R, чтобы поворачивать лягушку. Это вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опасный участок. Значит, сюда прыгаем. Сюда. Сюда и вот так. А вот эти обваливаются, да? Да. Все, сохранились. Сейчас покажу, как он прыгает через воду. Вот так мы здесь, хоп, используем прыжок, и можно так перепрыгнуть. Главное в яму не прыгнуть. Так, идем сюда. И все, вот мы в пещеру пришли. Вот сейчас в пещере будет жопа. Здесь уже очень опасно. Перепрыгнули. Так, перепрыгнули. Игра в меру сложная, причем прям интересная. Надо прям потренироваться. Ну и к управлению немножко привыкнуть. Открыли короткий путь. Да, прям на внимательность игра. Я буквально во 2-м уровне, а меня завалили всякими испытаниями и ловушками. А здесь хоп, прыгаем. Язык пустили, отвернулись. Просто проблема в том, что для того, чтобы прыгнуть, нужно повернуться. И ты просто забываешь, что нужно повернуться. И прыгаешь сразу. Прыжок и встали. Обычный Фроггер, ну что там такого? Никогда не любил в него играть. Оказывается, можно из такой простой игры сделать такое весьма интересное испытание. Опа, мы повернулись, взяли. Вот надо маленько к механике привыкнуть. Здесь главное не провалиться в ямку, да? Проскочим или нет? Сохранились. Почти. Давай еще чуть-чуть.
Фу, нифига себе, ну я даже не думал, что будет так тяжело. Короче, ребята, крайне рекомендую. И подумать, и еще и на ловкость, кое-что необычное. Ладно, давайте на этом остановимся и пойдем дальше. И тут вы мне опять говорите: Рома, ну сколько можно эту лягушонку гонять? Нам бы чего-нибудь классического, чтобы вот душа радовалась. Не волнуйтесь, ребятки, хотите классики, я вам принес короля льва. А вы мне такие: да что нам этот король лев, мы его вон на 16 битке проходили, на 8 битке проходили. А я скажу, не торопитесь с выводами. Дело в том, что в 2000 году на PlayStation выходила игра The Lion King Simba Mighty Adventure. Это был трехмерный платформер, охватывающий сюжет первого и второго мультфильмов. И вот в довесок эту игру портировали на Game Boy Color. Но так как 3D не получилось, они решили обратиться к сеговскому королю льву и немножко переработать его. Основа та же, все уровни те же, но только сами по себе уровни полностью переделаны. У него даже анимация та же осталась. Но все уровни новые, и при этом графон еще подтянули немножко. Улучшенная графика по сравнению с дендевским пиратским хаком. Здесь он также прыгает, бьет лапой. На старт умеет рычать вот так. Цепляемся, то есть как бы управление все тоже осталось, только новые уровни. Это мне понравилось. И по-моему он еще включает в себя сюжет второго фильма «Гордость Симбы». Вот это вот кусочки нашего логотипа. Нам надо их собирать, и в конце мы получим, что правильно, полный логотипчик. Немножко надо только привыкнуть к прыжкам. Здорово и прикольно нарисовано. Так сочно, ярко. Я люблю, когда сочно и ярко. Игра очень хорошая, тем более на каком-нибудь портативном анбернике врубил и поиграл. Можно, кстати, лапкой их тоже бить, но лапкой как-то не очень получается. Он здесь также в конце будет вырастать, то есть это прям тот самый король лев, только допиленный, что ли, до стандартов 2002 года, скажем так. Есть даже какие-то те секретные места. А вот еще кусочек. Типа босс, нужно этого Зазу поймать. Мы так прячемся. И мы его бах поймали. Он же в мультике на него там напрыгнул. Вот они здесь это обыграли. Хоп. Все, поймали. Тут даже такие небольшие заставочки. Не знаю, правда, как они их сделали. Даже какой-то JPEG на Game Boy Color. Каким образом? Ну что, как попался, чертяка. Второй уровень точно такой же, именно по содержанию, да? Но он уже не настолько хардкорный. Здесь нет этих катаний на обезьянках. Но надо привыкнуть к прыжкам. В общем, прикольная штука получилась. Даже кошка на экран посмотрела. Одобряет, говорит, кайфово, кайфово. Никакого катания на страусе, ничего нету, просто проходим, прыгаем. Носорог гораздо лучше нарисован, чем на Сеге. Маленько в мочу упал. Так, вот мы прошли второй уровень, и теперь у нас будет третий уровень. Симба позирует. Так, кладбище слонов. И даже кладбище слонов есть. Все, вот прям все сделали. Ну, мне кажется, это прям спрайты сеговские. Даже анимация та же. Ну да, получается какой-то ремейк, что ли. И вроде проходится неплохо. Если вот вам нравится Король Лев на Сегу, то вполне можно пройти. Конечно, лучше была бы 16-битная графика, но какая есть. Давайте на этом остановимся и пойдем дальше. Последняя игра на сегодня для Супер Нинтендо. Вы, значит, опять недовольны? Что ты нам все этого котенка показываешь? Мы, мужики, серьезные. Давай нам какого-нибудь варвара в трусах. Да чтобы мечом всякую нечисть крошил. Ну ладно, если уж вы так настаиваете, то пройдемте в игру Magic Sword, которая, кстати, имеет перевод на русский. А значит, игра хорошая, то есть не стали бы они, конечно, переводить плохую игру. Зайдем в настройки. Удар это Y, Б прыжок, X магия. И погнали мочить бесов. Начальная точка. Используйте джойстик для выбора этажа. Это платформер, вид сбоку. Ходим вот таким варваром, мочим врагов, разбиваем сундуки и можем собирать ключи. Ключи дают нам возможность открывать запертые двери. А за этими запертыми дверями скрываются наши помощники. Всякие там ниндзя, волшебник, лучник. Они выступают в роли такого усиления. Сейчас вот найдем первого. Так, открыли. Вышла женщина. Лучница она, по-моему. И вот по таким макарам мы с ней проходим. Громила. Все, они поменялись местами. Еще есть такая особенность, что мы один раз ударяем и наполняется у нас графа удара. Как только графа наполнена, мы выпускаем такой снаряд вперед. Это как бы основная такая механика. Поставить на место этого медведя. А вообще игра основана на аркадной версии. Итак, первый босс. А вот это что такое? Суровый парень. Давай, парень, загибайся. Лучше против него использовать лучницу. О, победили. Не мытьем, так катанием. Получили какую-то штучку. Ну, основная цель игры это подниматься по башне, и там в конце какой-то колдун, что ли, будет. Ну, здесь опять-таки то же самое. Вот мы заходим в замок и начинаем потихонечку
подниматься по этажам. Довольно неплохо играется, бодренько так все. Плюс есть перевод на русский. Сейчас нового помощника возьмем. И главное, помощников очень много, они прям разнообразные. Это прикольно. О, зашли. Вперед и будь осторожен. Вот так потихонечку, полигонечку нам надо подниматься, подниматься, подниматься. Ходи да мочи врагов. Но игра прикольная. В плане управления персонажем немножко такое топорненькое все. Мужик, ты что там? Супер Нинтендо тормозит, офигеть. А, прям по башке мне. Мумиёза, иди отсюда. Колдун. А вот на двоих можно играть или нет? Что-то я не посмотрел. Ядовитый гриб может обезвредить тебя. Спасибо. Ух ты, нифига. Блин, ну графон кайфовый. Хотя могли бы, конечно, побольше анимации нарисовать, но сэкономили, гады. С колдуном вроде нормально. Есть еще здесь секретные скрытые сундуки. Что-то ужасное близко, будь начеку. Что меня может вылечить? Яичко? Фея, ты что ли? Я воплощение великого дракона. Положу конец твоему маленькому приключению. Давай, иди сюда. Ну что, замочим? Нет. Сейчас будет нас поливать огнем. Хорош поливать уже. Только хотел сказать, что не слишком сложно. Все, проиграл. Ну ладно, давайте на этом закончим. Ну вот и все. Вот такие у меня были для вас 5 игр. Может, какая-нибудь из них вас зацепила и сразу захотелось поиграть. Например, Frogger's Adventure. Лично я уже начал ее проходить, игра шикарная. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Также пишите в комментариях свои необычные игры, может они попадут в следующий выпуск. На этом все, еще увидимся.